Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео уделим внимание 22 мая, друзья. Всех нас ждет праздник. В народном календаре называется Никола Летний, а в православном календаре мы будем 22 мая отмечать Николай Чудотворец. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что нельзя делать, а также как правильно молиться и какие молитвы говорить в этот день. Все, друзья, более подробно в этом видео. Итак, друзья, в церковном и в народном календарях отмечено множество всевозможных праздников, среди которых и Никола Летний – это день памяти святого Николая Чудотворца. Христианам важно знать о том, какого числа он будет, а также что нельзя делать в этот день. Согласно народному календарю, празднование Николы Летнего, с которым связано и немало традиций и поверий, ежегодно выпадает на один и тот же весенний день, 22 мая. Этот день посвящают воспоминаниям о жизни Николая Чудотворца. Помимо этого, праздник Никола Летний связан с событиями, во время которых происходило перенесение мощей христианского святителя на территорию города Бари. На протяжении многих лет своей жизни Николай Чудотворец проживал в городе Мира, который находится в Турции. Скончался христианский святой в том же городе, где и был похоронен, приблизительно в 345 году. Спустя много веков на территории города оказались мусульмане, что привело к его разрушению. И мощи Николая Чудотворца были защищены от поругания. Этому поспособствовало перенесение их в город Бари, который находится в Италии. В 1087 году мощи христианского святого были размещены на территории одного из местных храмов, где сейчас и находятся. Помимо этих исторических событий, в день празднования Николы Летнего также принято вспоминать и о жизни Николая Чудотворца, о том, как он помогал нуждающимся. И с этим христианским святым связано множество историй. Известно, что Николай Чудотворец родился в Греции в III веке. Он уверовал в Бога с ранних лет. Мальчик занимался чтением священного писания, читал молитвы, а также другие записи. После кончины родителей Николай отдал все имущество нуждающимся людям, а сам посвятил свою жизнь и силу Бога. Издавна крестьяне стремились к тому, чтобы следовать церковным правилам и традициям, которые испокон веков формировались славянами. Так возникли и различные запреты. И праздник Никола Вешний не является исключением. Поэтому 22 мая запрещается бить по земле палками. Считается, что такие действия неуважительны по отношению к почве, которая приносит урожай. Никола Летний также издавна считался последней датой в календаре, когда нельзя было стричь овец, сеять гречку, а также купаться в водоемах. Народные поверья гласят, что 22 мая каждого года запрещается мочить в воде коноплю. Считается, что из-за этого кто-то из окружающих может утонуть. Помимо всего прочего, нашими христианскими верующими в этот день важно обращать внимание и на другие запреты. Нельзя стричься, а также пользоваться ножницами, вышивать и заниматься другими видами рукоделия. В этот день это все запрещается. Также нельзя встречать этот день в долгах и кредитах. Не нужно в этот день обижать детей и домашний скот. Нельзя отказывать и в помощи нуждающимся. Молодым людям на Николу Летнего запрещается заниматься тяжелой работой. Вместо этого необходимо посвятить время празднику. Запрещается устраивать ссоры и принимать участие в конфликтах. Среди христиан, которые проживали в деревнях, издавна праздник Никола Летний ассоциировался с проведением посадочных работ. Люди традиционно с данной календарной даты начинали посев яровых, в том числе овса и пшеницы. На Николу Летнего предки также наблюдали за тем, какие изменения произошли в природе. Так пшеницу сеяли, если уже расцвела черемуха и почва достаточно прогрелась.
В связи с тем, что Николая Чудотворца издавна считали покровителем лошадей, в этот день люди молились Господу о здоровье животных, а также уделяли внимание конюхам. Их было принято угощать пирогами, кашами, а после праздничного застолья конюхи отправлялись в поля для того, чтобы продолжить празднование. К ним также присоединялись и представительницы прекрасного пола. Среди молодых людей было принято петь песни, танцевать, водить хороводы. Празднование было принято проводить аж до раннего утра. Николай Летний в давние времена считался исключительно мужским праздником. Конечно, наши предки всегда обращали внимание на народные приметы, которые могли указать им, как будет меняться погода летом и осенью. В декабре, вы знаете, верующие всегда отмечают День памяти Николая Чудотворца, а вот 22 мая церковь чествует перенесение мощей святого Николая из мир Ликийских в Бари в 1087 году. И вы знаете, сам Николай Чудотворец прославился как один из самых почитаемых и наиболее праведных в православии святых. Он считается покровителем сирот, моряков, путешественников и бедняков. Именно этим людям чаще всего помогает Николай, если они просят его о помощи. И главная традиция этого праздничного события – это молитвы. Православные верующие молятся святому с раннего утра и до самого вечера. Они просят, чтобы он помог, сделал их жизнь лучше. Верующие молят о крепком здоровье, удаче и счастье в каждом доме. Николая Чудотворца просят и о том, чтобы он помог справиться со всеми сложными делами. И в эту священную дату женщины, которые не могут иметь детей, обращаются с молитвой к Николаю о чуде. Путники просят святого о том, чтобы он помог найти им место в этой жизни и обрести свой дом. Женщины, которые готовятся рожать, молятся о легких родах. Издревле именно 22 мая наши предки выгоняли лошадей на пастбище, обрызгивали их святой водой и молились святому, чтобы он действительно смог помочь им. И, конечно же, многие люди, к сожалению, думают, что молитва – это просто текст, что ничего не нужно делать, кроме как просто прочитать строки в книжке или на листке бумаги. Но вы должны понимать, что это не так. Молитва – это сложный процесс. Нужно искренне верить в то, что вы просите у Господа или святых. Неважно, знаете ли вы молитву наизусть или читаете ее, проговаривая каждую букву, чтобы не ошибиться. Помните о том, что вы должны верить в свою просьбу. Если вы просите у святого крепкого здоровья, представьте, как ваши раны затягиваются. Если вам хочется попросить у святого Николая счастья в личной жизни, нарисуйте в своей голове картинку, как вы рады своей второй половинке, как вы вместе идете по жизни, рука за руку, как вы решаете какие-то моменты, вопросы, как вы радуетесь жизни. Главное представить, как все должно быть, а затем уже и просите Николая Чудотворца о том, чтобы ваше желание обязательно воплотилось в реальность. Без искренности ничего не происходит, без веры ничего не дается. Это очень важно каждому понимать и осознавать. И, друзья, вы в этот день можете читать молитвы святому Николаю, но в первую очередь вы, если у вас есть желание, а какой-то у вас есть, возможно, просьба, мечта, обязательно сначала сформируйте это у себя в голове, в своих мыслях. Если вам сложно, напишите, нарисуйте, представьте себе, как вы это видите, друзья, в мелочах, до деталей. И только после этого вы можете уже и произносить молитвы. Также вы просите о здоровье, просите о своем благополучии. Только вы должны это сделать от чистого сердца и искренне, для того, чтобы действительно произошло в вашей жизни хорошие события. Друзья, мы всех поздравляем с праздником Святого Николая. Пусть он вам помогает, оберегает вас, наставляет на путь истины. Ну и вы сами никогда не отказывайтесь от помощи святых. Конечно,
это очень иногда сложно, ведь мы все гордые, мы все независимые, но все же вы должны понимать, что в этом мире у нас каждый божий день происходят определенные уроки и проверяется мы на те или иные моменты. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Также обязательно ставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, друзья, услышимся уже в следующем видео.